И я прошу прощения за столь несерьезное вступление, но я просто не мог удержаться, глядя на эту кроху. Итак, сегодня у нас на обзоре Теневуп Beta FPV AR65. Приходит он вот в такой коробке, давайте посмотрим на это все дело поближе. Ну и теперь, когда мы увидели, как эта кроха справляется с полетами и крашами, давайте внимательно рассмотрим, из чего он состоит и какие у него особенности. Кстати, этот теневуп хоть и не бессмертный, но весьма живучий. После всех этих крашей, в том числе некоторых весьма жестких, пострадала только канопа. При этом, на самом деле, я так понял, она рвется конкретно в этом месте практически у всех. То есть ничего необычного в этом нет. И я так понимаю, Beta FPV тоже про это в курсе, поэтому в комплекте они сразу кладут дополнительно запасную. Если хотите, можете поменять. Не хотите, не меняйте, летать это не мешает. Угол камеры становится ниже, ближе к горизонтальному, и это позволяет летать медленно, например, по квартире. Хорошо. Теперь давайте смотреть уже на него в деталях. По размерам и весу, что мы имеем? По заявлению производителей, данный вупчик весит 17,1 грамма и имеет моторную базу по диагонали 65 мм. Откуда, в общем-то, 65 название и берется. Его легкость делает его не только маневренным, как мы видели, но и безопасным для окружающих, как мы тоже это видели. Даже при случайном столкновении он не причинит никому серьезного вреда, но все же стоит избегать таких ситуаций. Никому не понравится, если ему в лоб прилетит чей-то квадрик. Еще такой интересный момент, то есть по заявлению производителя он 17,1, сколько бы я ни пытался замерить, 17,5. Либо у меня настолько врут весы, либо производитель считает где-то как-то немножко по-другому. Окей, будем ориентироваться на 17,1, но помнить, что 17,5. Говоря о небольшом весе и компактности, давайте посмотрим, как устроена рама, которая защищает все это дело от ударов. Рама выполнена из мягкого пластика, как видите, вполне гуляющий. Мягкий, но гибкий. Это обеспечивает нам достаточно неплохую защиту пропеллеров и внутренних компонентов, но, как вы видите, полетный контроллер, например, ничем не защищен, в том числе и от влаги. С завода он никак не загермечен, так что есть шанс, если вы будете летать по мокрой траве, под дождем или дома упадете там в раковину с водой, то полетному контроллеру придет кирдык. В остальном же рама неплохо вполне отыгрывает небольшие, да в принципе достаточно большие столкновения.
и к ней у меня особых претензий нет. Канопу единственное, что, возможно, все-таки я попробую перепечатать, найду варианты, какие есть поинтереснее на том самом Tiniverse, и попрошу коллегу мне его перепечатать, может быть, будет что-то поинтересней. С другой стороны, летать, как я уже сказал, даже лопнувшая канопа не мешает, наоборот, угол становится, как я уже сказал, наверное, меньше, благодаря чему летать по квартире становится проще. Ну, из разговоров о канопе, наверное, будет логично перейти на камеру, которую эта канопа и защищает. В этом теневупе установлена камера C03, и она справляется действительно великолепно. То есть, даже при слабом освещении она дает вполне приличную картинку, о чем вы могли лично убедиться на кадрах, отснятых в вечернее время. То есть, реально камера у них получилась очень и очень достойная, за что им отдельный плюс. Посмотрим, как она поведет себя в дальнейшем, но пара крашений у нее уже на счету есть, и она все еще работает так, как полагается. И я и вполне доволен. Окей, камера это, конечно, важно, но теперь давайте посмотрим на полетный контроллер. Здесь установлен I/O тоже, соответственно, от Beta FPV, 4 в одном, то есть полетный контроллер, ESC, электронный регулятор оборотов, OSD и VTX. Вес этого I/O составляет 2,9 грамма, что достаточно неплохо. Встроенный VTX по заявлению производителя может выдавать до 400 мВт мощности, что более чем избыточно даже для полета в помещении, ну или на улице в пределах там 200-300 метров вокруг себя. Но я напомню, что 65 мм в первую очередь все-таки предназначен для полетов в помещениях. На улице на них стоит летать только если нет ветра и никакой высокой травы рядом с вами. Что еще по этому полетному контроллеру? Из неожиданно и приятно, в данном полетном контроллере установлен 16-мегабайтный чип для блэкбокса. То есть, если вы захотите потюнить этот теневуп, у вас это будет такая возможность, по крайней мере, собрать логи вы сможете. По ESC тут заявлено до 5 ампер штатного потребления на канал, при этом, если верить датчику тока, то при 100% газу вот он потребляет 14 ампер суммарно, то есть небольшой запас все-таки еще есть. Но заметьте, что регуляторы от Beta FPV никогда не славились высокой надежностью, поэтому если вы не участвуете в гонках, то, наверное, не будет лучшим решением постоянно насиловать их полным газом. Ну и, как вы видите, штатный уровень газа, на котором достаточно комфортно летать на этом двупчике, это 35, 40, 45%, не больше. Ну и разговаривая про полетный контроллер, совершенно не лишне будет отдельно немножко упомянуть про VTX, ведь это именно то, что передает нам изображение с нашей камеры в наши очки. VTX тут, как я уже сказал, встроенный, имеет 5 уровней мощности, 25, 100, 200 и 400 мВт, плюс питмод. Работает он на стандартных частотах 5,8 ГГц, имеет 48 каналов, включая RS-Band, и управляется по Smart Audio, что очень удобно, позволяя вам переключать каналы и мощности через бетафлайтовское OSD. Имел сомнительное удовольствие совершенно случайно проверить его на живучесть, когда у меня лопнула конопа, у меня заодно отстегнулась и куда-то улетела антенна, чего я, конечно же, не заметил до тех пор, пока не отлетел от себя чуть подальше и не увидел снег там, где его не должно было бы быть. В итоге я пролетал где-то, наверное, минуту-полторы на 200 милливаттах, без антенны, но похоже, что VTX это вполне себе пережил, по крайней мере, без катастрофических для себя последствий. На 25 милливаттах до сих пор я могу спокойно на нем летать, и никаких проблем с картинкой я не наблюдаю. Но напомню, что, естественно, никогда не стоит включать VTX без подключенной антенны, дабы его не сжечь нафиг. Ну и от разговора от передатчика вполне логично будет перейти к приемнику. Приемник здесь внешний, со встроенной антенной ELRS, что при необходимости позволит вам, в общем-то, без труда его поменять. Вес этого приемника 0,53 грамма, что вместе с термоусадкой и проводами как раз даст примерно вес другого их I/O, который 5 в одном, включая ELRS на борту. Поэтому на самом деле внешний приемник здесь не добавляет критически веса, но повышает ремонтную пригодность. Поэтому лично мое мнение, внешний приемник здесь это даже скорее плюс, поскольку повышает, как я уже сказал, ремонтную пригодность и позволяет вам в любой момент перепаяться на какой-то другой приемник. Захотели, поставили другой ELRS с нормальной антенной, не вот этой керамической нашлепкой, либо вообще ТБС. Единственное, что придумать, где разместить нормальную ТБСную антенну, ну, а не тот ужас, который идет со всеми обычными теневупами. Вот этой встроенной антенны, в принципе, вполне достаточно для того, чтобы отлететь от себя там на 200, 400, 500 метров, как я проверял. Да, там это уже идет по грани связи, то есть связь уже на грани RX-лосса, не стоит так рисковать. Но опять-таки полета 200-300 метров вокруг себя эта антенна вам вполне себе позволит обеспечить.
Ну и разговаривая про полетный контроллер, я забыл упомянуть то, что у него есть один свободный UART, но это совершенно не значит, что вам что-то надо на него напаивать, потому что все-таки вес этого квадрика намекает на то, что ничего дополнительно на него уже навешивать не стоит. Ну и теперь давайте поговорим о моторах. Данный вупчик предлагается в двух вариантах. Называется одна из них Freestyle, другая Racing. Freestyle и Racing версии отличаются друг от друга только KV моторов. И у меня, например, Racing версия. Racing версия оснащена моторами 0.7-0.2 с 27 тысячами KV. И для большинства начинающих, на мой взгляд, это даже избыточно. Я взял рейсинг-версию только для того, чтобы потом в Betaflight через RPM Limit попробовать их поджать и поэкспериментировать, приведя его как раз таки к фристайл-версии. В целом же фристайл-версия, где установлены моторы с 23 тысячами KV, будет вполне хорошим выбором, если вы действительно не собираетесь гонять на нем на все бабки. Моторы, обратите внимание, здесь идут на пайке, а не на коннекторах. С одной стороны, для начинающего это может казаться минусом, но на самом деле это только плюс, и плюс весьма большой. Потому что пайка это всегда более надежно, чем коннектор, поэтому у вас не отрубится какой-нибудь из моторов, по крайней мере по причине разболтавшегося коннектор где-то в середине трюка или на середине гонки, да и потери тока при пайке в отличие от коннекторов минимальны. Так что моторы на пайке это тоже отдельный плюс. Ну и конечно все это дело нужно как-то питать. Давайте посмотрим, как здесь реализовано подключение питания. Этот дрон питается от батареек 1С, коннектор для подключения формата BT 2.0, что в общем-то логично для дрона от Beta FPV, поскольку это их коннектор-то и есть. Коннектор тут U-образный, что позволяет подключать батку не перегибая провод, и это достаточно удобно, поскольку должно продлить срок службы нашего коннектора. И говоря, кстати, про коннектор, давайте, наверное, поговорим про батки. Батки здесь рекомендовано использовать 260-300 мАч, естественно, 1С, и на этих батках он летает примерно 4 минуты по дому в режиме Angle, совершенно неторопливого полета, или же на улице 2,5-3,5 минуты в акро, в зависимости от того, как вы будете вжаривать. И в целом это для теневопов, наверное, считается нормально. Подключать сюда вы можете, само собой, не только батарейки от Beta FPV, вот, например, это у меня татушная батарейка, следите только за их размерами, чтобы они влезли в стандартное посадочное место этого квадрика. И да, у меня всего один комплект этих батареек, 5 штук, и я хочу сказать, что это катастрофически не хватает, поэтому рекомендую брать, если будете это брать, сразу минимум 2 или лучше даже 3 комплекта. В таком случае вы сможете летать, не отвлекаясь на постоянную перезарядку аккумуляторов. Еще один момент про этот квадрик, то что благодаря таким минимальным размерам полетного контроллера на нем, естественно, не нашлось места под стандартный USB разъем. Здесь есть вот такой вот контакт, к которому в комплекте идет вот переходник. С этого контакта на нормальный стандартный USB. Не советую терять этот переходник, если хотите подключаться к компьютеру. И, кстати, по поводу этого разъема заметил такой момент, что когда неаккуратно вставляете батку, у вас есть шанс его отогнуть в эту сторону, потом отгибаете его обратно, потом снова неаккуратно вставляете батку, снова туда его отгибаете, туда-сюда, и, в общем-то, в какой-то момент у вас есть шанс, что этот разъем у вас просто отлетит. Будьте аккуратны, когда вставляете батарейки, не будьте как я. На самом деле, почему я акцентирую внимание на этом разъеме? Потому что сейчас я планирую подключить его к компьютеру, посмотреть, с какими настройками он приезжает к нам с завода, потому что я вот эти все полеты производил совершенно не подключая его до этого к компьютеру. Я единственное, что забиндил ELRS приемник, и это все, что потребовалось сделать для того, чтобы начать летать. То есть действительно это BNF квадрик. BNF расшифровывается Bind and Fly, если кто-то не знает, то есть забиндил и полетел. И специально я сделал именно так, забиндил и полетел, ничего не настраивая, не залезая в бетку, не смотря какие настройки. Поэтому сейчас заглянуть и посмотреть все, что там есть, это достаточно интересно. Так что давайте его подключим к Betaflight и заодно поправим пару мелочей, которые меня раздражают. Кстати, да, у меня в планах сделать отдельное видео по дополнительному тюнингу и настройкам этого дрона, так что если вам это интересно, то сейчас самое время подписаться на канал и оставить комментарий. Если же также вам нравится это видео, то не забудьте поставить лайк, чтобы его могло увидеть как можно больше зрителей. И важный момент, на котором я хочу акцентировать внимание в самом начале. Встроенному VTX достаточно питания, которое он получает от USB, поэтому он запитывается сразу при подключении к компьютеру. И не подключайте к компьютеру ваш квадрокоптер, если у вас отключена антенна, а то могут быть проблемы. Ну, давайте смотреть, что у нас есть по настройкам. Подключаем его к Betaflight. Если кто-то не знает, где скачать Betaflight, ссылку я оставлю в описании. Подключаемся к дрону, и вот, как я уже говорил, мы можем увидеть, что VTX у нас ready. На данный момент он запитан. Сейчас вы можете включить ваши очки, шлем и увидеть картинку с него, даже без подключенной батарейки.
Ну окей, давайте смотреть с самого начала. Такое странное положение квадрокоптера, это обусловлено тем, что я подключил, как вы видите, вентилятор, чтобы его обдувать. Поскольку у нас VTX запитывается вместе с полетным контроллером, все это дело начинает греться, и лазя в настройках все-таки стоит использовать дополнительный вентилятор, ну или, по крайней мере, лазить в настройках очень быстро. Окей, на данной вкладке нам особо смотреть нечего, благодаря тому, что мы включились и полетели безо всяких проблем, здесь мы точно знаем, что все настроено правильно. Калибровать его, может быть, потребуется, но на данный момент в этом нет необходимости. По портам тоже мы видим, какие-то настройки у них сделаны. На третьем UART у нас висит приемник, на втором UART у нас висит наш видеопередатчик VTX. 4 кГц пидлуп, для такого процессора это вполне нормально. Постоянный AR мод, OSD, 180 градусов для арма, то есть можете заармиться в любом положении квадрокоптера, удобно для черепахи. Установлено пищать моторами, но моторы настолько мелкие, что метрах в 3-4, особенно в городе, где-нибудь на шумной улице, вы его уже не услышите. Единственная надежда на его мигающие лампочки в темное время суток, поэтому не рассчитывайте, что если вы потеряете и включите бипер, он вам запищит моторами так, что вы сможете это где-то услышать. Нет, старайтесь его все-таки не терять. По батарейке вижу, что здесь ничего не настраивали, зато по амперметру у нас какие-то внесены изменения. По моим ощущениям, амперметр привирает, но чуть-чуть. Где-то из 300 батки он показывает, что я потратил 220, 260, где-то в этом диапазоне. Его бы еще чуть-чуть калибрануть, но мне нечем проверить, сколько я закачиваю батку после полетов, поэтому оставлю так, как есть. Failsafe, естественно, дроп, то есть если вы потеряете связь, он у вас просто дропнется. По пит-тюнингу. По пит-тюнингу вижу, что сделали какие-то настройки. Они достаточно приличные, то есть он вполне неплохо управляется, он вполне себе ровно летит, при этом достаточно отзывчив для стиков, но можно будет посмотреть, и вот в видео по тюнингу я, наверное, их потрогаю. Что у нас еще есть? По фильтрам. Сразу вижу, что поскольку включен Gyro RPM фильтр, то значит у нас включен Bidirectional D-Shot, а значит у нас здесь прошивка Blue Jay на ESC. Ну, то есть что-то здесь они делали, тоже можно будет посмотреть, благо у нас есть Blackbox для того, чтобы посмотреть логи. По приемнику вижу, телеметрия не включена, давайте ее включим. Не вижу повода ее не включать. Что у нас еще здесь? Эта вкладка, кстати, один из двух способов, которые позволят вам забиндить его, ваш приемник с вашей аппаратурой. То есть, например, подключились к Betaflight, включили аппаратуру в режим бинда, нажали здесь бинд ресивер, и у вас произошел биндинг с вашей апой. У меня на данный момент апа не включена, но я уже опять-таки, благодаря тому, что летал, я знаю, что она настроена. Настроена она по умолчанию достаточно нормально, и это мы сейчас увидим в модах. Здесь сохраним и ребутнем. Да, телеметрия сохранилась, осталась. В модах что у нас есть? У нас на первом ауксе ARM по умолчанию, и для ELRS, для ARM должен быть только первый AUX. Разработчики не устают про это напоминать различными крупными красными надписями в обводке и без обводки. Не надо использовать ARM в ELRS на любом другом AUX, кроме первого. На втором AUX у нас чередуется режим Angle, режим Horizon. Horizon, кстати, не нужен, я, наверное, его уберу. В Horizon летать мне не очень нравится. Я, наверное, оставлю только Angle. Это трехпозиционный свитч у меня. В двух положениях у меня будет Angle, в одном из положений будет Acro. Окей, бипер тоже выведен на какой-то AUX на 4, но, как я уже сказал, бесполезная фигня. 3 метра, и вы уже не слышите эти моторы. Флиповер Aftercrash, как мы видим, уже выведен тоже на один из AUX, его можно будет найти. Это достаточно ходовой для данного квадрика режим, хотя на самом деле, благодаря тому, что у него батарейка находится снизу, чаще всего он все-таки падает себе на брюхо, и вам даже не приходится черепашиться в этом случае. Настроек здесь дополнительных никаких нет. Моторы, как мы видели, уже включен Bidirectional D-Shot. Направление моторов у нас обратное. Возможно, я попробую поменять на обычное, но пока не будем трогать. Так, переходим на вкладку ASD. Вот это тут я бы немножко... Еще, кстати, забыл, что я хотел поправить из того, что меня раздражает. Минимальное я поставлю 3.25, даже, наверное, 3.15. А warning я поставлю на 3.3. Вот так вот. Потому что для 1С батки он достаточно рано начинает предупреждать, это раздражает. 3.15 о посадке, 3.3 предупреждение. Нормально. Я думаю, этого мне будет достаточно. Видеотрансмиттер мы уже сюда быстренько заглядывали.
Здесь у нас действительно есть все наши каналы А, Б, Е, F, R, L. 5 уровней мощности. Питмод у нас на последнем уровне с нулевым значением. Сенсоры здесь у нас смотреть нечего. Здесь у нас тоже смотреть нечего. Blackbox. Blackbox я уже, конечно, заполнил. Он даже уже настроен для того, чтобы использовать гиросcale, то есть чтобы собирать данные с гироскопа. И прошивка, кстати, я не обратил с самого начала внимания, прошивка 4.5. Это на данный момент это предпоследняя. То есть вышел сейчас 4.5.1. Но 4.5 вполне как бы нормальный вариант. И самое главное, что надо сделать, про что я не сказал с самого начала. Ну, во-первых, очистить флеш. Хорошо, да, очистим флеш. В первую очередь, как только вы подключаете к Betaflight свежекупленный Binted Fly квадрокоптер, который преднастроен у вас производителем, самое первое, что вам нужно сделать, это сохранить бэкап. Плохо ли он настроен, хорошо ли он настроен, это вы будете разбираться потом. Но сделать бэкап изначальных настроек, которые вам дал производитель, это практически обязательное дело при дальнейшей настройке. Как бы вы ни запороли потом все настройки, что бы вы потом ни сотворили с квадрокоптером, вы сможете откатиться на изначальные настройки, данные вам производителем, и вернуть все в исходное состояние. Поэтому сейчас у меня очистится, вот он как раз таки очистился, и я это сделаю. Как сделать бэкап? Бэкап, кто не знает, мы можем сделать двумя вариантами. То есть первый вариант, например, мы здесь можем save backup сделать. Вот он у меня уже есть. Опять-таки делаем сюда. И второй вариант, если мы хотим вообще получить полный, мы заходим в консоль и здесь делаем dump. Здесь вообще будут абсолютно все настройки. Если вы хотите потом как-то поковырять, посмотреть, что у вас здесь настроено, не подключая квадрокоптер к компьютеру, здесь вы можете увидеть абсолютно все. Опять-таки, сделали dump, сделали save to file, сохранили. И вот после того, как вы уже сохранили бэкап, можете приступать к какому-либо тюнингу. Если вы в процессе тюнинга совершенно как-то переколбасите все настройки, и квадрокоптер у вас перестанет нормально реагировать, начнет там кувыркаться, начнет переворачиваться, все что угодно делать нестандартно, у вас всегда будет на то, на что вы сможете откатиться. Большинство производителей начальные настройки предлагают у себя на сайте. По-моему, в BetaFPV тоже это есть, но зачем это делать, если достаточно просто нажать кнопочку и это сохранить. Ну и, наверное, заканчивая уже практически осмотр того, что мы можем увидеть в Betaflight, мы можем посмотреть, с какими опциями была собрана данная прошивка. Вот здесь кнопочка Options, нажимаем и смотрим. Serial Crossfire это хорошо, PWM на самом деле нам, наверное, не нужен. GPS нам не нужен, OSD-SD это нам обязательно, PNO, ну, в принципе, оставим, но не обязательно. Дишот, само собой. Акротрейнер маловероятно, что вам понадобится. LED Strip оставить можно. OSD-HD здесь, ну, совершенно лишний. VTX полезен. То есть мы можем немножко освободить место в памяти нашего полетного контроллера, если пересоберем прошивку без лишних опций. Но поскольку у нас все и так неплохо работает, то в этом особой необходимости нет. Окей, пробежались по настройкам кратенько. Давайте уже переходить к каким-то моим выводам по данному квадрику. Ну а теперь, когда мы обсудили, по-моему, все основные моменты и посмотрели как на его железо, так и на то, как он ведет себя в воздухе, как днем, так и ночью, можно, наверное, переходить к подведению некоторых итогов. Тут я, возможно, буду несколько субъективен, но я испытал настоящий восторг от полетов на этом малыше. Я долго, кстати, не мог заставить себя сесть записывать это видео, то есть квадрокоптер у меня уже порядка 2 недель, и я вместо записи и работы над этим видео просто постоянно продолжал летать на нем, летать, придумывая поводы, что надо доснять еще одну ДВР-ку, что надо сделать что-то еще, что-то еще проверить. Но, тем не менее, вот настал момент, и я, наконец-таки, записываю это видео. Возможно, лопнувшая конопа, кстати, повлияла на то, что немножко пора остановиться и записать, пока я вас окончательно не раздолбал. Но, тем не менее, вернемся дальше к подведению итогов. Что я хочу сказать? Даже с моим небольшим опытом пилотирования я реально быстро смог освоиться и реально наслаждаться маневрами какими-то, пролетая на этом дроне через узкие отверстия или творя какую-то дичь, которую я не решился бы, наверное, творить на любом карбоновом варианте дрона. Потому что все-таки знаю, что данный квадрик весит 17 грамм, что он полностью пластмассовый, с достаточно мягкими дактами. Я понимал, что я, как
и его не поврежу от любого, как и ему, в принципе, не повредит любое падение, так я, в общем-то, не несу никаких повреждений кому-то, если в него прилечу, или чьей-то частной собственности. Конечно, этого делать не надо, но всякое может случиться. Также квадрик очень тихий, поэтому его практически не слышно уже в нескольких метрах от себя, и это не будет раздражать ваших домашних, когда вы будете летать на нем, например, дома, и не будет особо привлекать внимание, если вы будете летать на улице. Что еще про него я могу сказать? Ну, то есть, реально дрон превзошел все мои ожидания. И, кстати, по поводу дичи, я думаю, тут еще немаловажным фактором является то, что это аналоговый дрон с общей стоимостью где-то, по-моему, $98 он сейчас стоит у них на сайте, а со скидками его можно вообще купить где-то порядка, наверное, за 80. То есть, ну, согласитесь, чисто психологически творить дичь на квадрике за $80 все-таки проще, чем на любом, даже самом дешевом на улитке 1С модуле квадрокоптере, который стоит под 200. Разница все-таки, чисто психологическая разница есть. Ну и, как я уже говорил, AR-65 превзошел все мои ожидания. То есть, невзирая на то, что это опять-таки 65 мм, которым все практически в один голос утверждают, уготованы только полеты по дому. Нет, на улице в безветренную или слабоветренную погоду на нем тоже можно полетать. Он легкий, он маневренный, он стоит, как я уже сказал, вполне разумных денег. Я очень доволен, как он пережил множество крашей без особых повреждений и продолжает отлично после этого летать. Поэтому я смело могу его рекомендовать как тем, кто только собирается входить в хобби в качестве дрона для обучения, который простит вам многие ошибки, так и опытным пилотам, которые выбирают себе теневуп для полетов зимой в помещениях или же для участия в каких-либо гонках. Конечно, мой опыт эксплуатации данного теневупа в 2 недели не позволяет говорить со стопроцентной уверенностью, что у него ничего не отрыгнет в какой-то момент, но на данном моменте его эксплуатации я им более чем доволен. Ну и на этом моменте большое вам спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, что вы думаете об этой FPV AR-65. До встречи в следующем видео, ну а я еще полетаю.